Привет, народ! Это будет немножечко новый формат для меня. И сегодня животрепещущая тема, которую я обсуждаю последние 2 дня со своими друзьями, клиентами, коллегами из разных точек мира. И хотел бы обсудить в этом видео, посмотреть, может быть, такой формат зайдет больше, чем какие-то заумные выражения. И сегодня мы будем говорить о заговорах. Многие, наверное, слышали из выступлений Маска или других известных личностей и очень богатых, что мы скоро придем к некому безусловному базовому доходу, что мир очень сильно изменится в следующие буквально несколько лет. И вы знаете, я нахожу этому подтверждение. Несколько моих теорий за последние 5 лет очень успешно сбываются. В общем, на какую информацию я наткнулся? Я очень много читаю разных отчетов крупных банков, крупных корпораций, для того, чтобы быть в теме, для того, чтобы понимать, куда двигается рынок. Среди моих клиентов и друзей есть очень крупные фармацевты, есть очень крупные технологические производители, есть компании, которые производят от микрочипов до лекарств от рака. Я очень много знаю ребят, которые занимаются стартапами и которые находятся в этой теме, и меня этот пузырь информации окружает 24/7. Многим уже стало известно, кто следит вообще за повесткой, за тем, что происходит в мире, что Китай сворачивает субсидирование производства электрокаров, электрочипов и больше уходит в биотех. Сейчас Китай умудрился захватить рынок производства аккумуляторов, производства солнечных панелей, производства всевозможных лидаров, двигателей. Абсолютно все производится в Китае, и очень много производится в моногородах, которые с этим связаны. То есть все предприятия не производят устройство целиком, как мы это привыкли раньше, они производят какую-то маленькую деталь, и есть одно какое-то производство, которое все это собирает уже там в двигатель, в солнечную панель, в аккумулятор. Но их очень много распределено буквально по одной улице, и если на этой улице преимущественно занимаются аккумуляторами, то там все производители для производства аккумуляторных батарей, начиная от сырья, из которого там литий производится и перерабатывается, и заканчивая упаковкой. И все это происходит на одной улице. Построить такое в других странах это очень сложно, очень дорого, и корпорации это не потянут. Это может сделать только государство за счет каких-то субсидий и беспроцентных кредитов. То, что произошло в Китае, такое повторить, особенно в европейской стране, просто невозможно. И вот к чему мы пришли, что сейчас в Китае можно купить машину по качеству внутренней отделки, по ощущениям, по ее какой-то проходимости, сравнимую с Мерседесом S-класса, примерно за 35-40 тысяч долларов. И это удалось достигнуть только за счет того, что все, что производится, находится на одной улице, и стоимость этого производства снизилась тысячекратно. Не в 10 раз, не в 100 раз, а именно тысячекратно. Стоимость лидаров упала с 10 тысяч долларов, с 5 тысяч долларов до 50 долларов. И теперь это просто стоит копейки. И вот мы теперь понимаем, что Китай уходит от субсидирования всего, что связано с роботами, от всего, что связано с электрокарами, в сторону медицины. И вот теперь начинается интересненькое. Все мы помним, что несколько лет назад там посадили ученого, который занимался геномодифицированными людьми, и даже несколько человек было рождены благодаря этому. И сейчас живут, их имена скрываются, но они есть, иначе его бы не посадили. И мы с вами понимаем, что если есть какой-то ученый, который уже сделал ГМО людей, то что останавливает других делать этих ГМО людей? Так как в моем окружении достаточно большое количество фармацевтов, то сейчас наступает такой переломный момент, что очень много разработок, которые производились, и лекарства, которые стоили очень дорого, и люди не могли их себе позволить, у них заканчивается период, после которого можно начать производить дженерики, у них заканчиваются патенты. И в ближайшие несколько лет на рынок выйдет очень много новых дженериков, которые справляются с очень серьезными заболеваниями. Китай начинает активно субсидировать всю эту историю. Во-первых, понимая, что сейчас можно будет производить дженерики для всего мира. Во-вторых, Китай грандиозно снизил сроки испытания новых лекарств на людях. Да, если раньше многие лекарства нужно было пройти путь в 10 лет испытания на людях, потом еще ты мог зарабатывать на этом лекарстве только 10 лет, то сейчас этот срок сокращается до 5, а в некоторых случаях до 3 лет испытаний. А на некоторые лекарства не нужны испытания на животных и на бактериях, чтобы дать ему аппрув. И это толкнет рынок Китая именно в фармацевтике в какую-то астрономическую сферу, и они также захватят весь этот рынок. Я думаю, что сейчас основную конкуренцию им будет составлять только Индия.
Естественно, основной потребитель будет США, и они как бы смотрят на США как на основного потребителя, если опять не изменится чего-то больше. Но мы с вами живем в тот момент, когда истории про лекарства от рака становятся действительностью, и я думаю, что мы увидим уже рабочие образцы в течение следующих 5-10 лет. И вот причем же здесь теории заговора, то есть это все находится на поверхности, это все можно проверить, перепроверить. Возникает очень интересная ситуация, что мир научился производить роботов. Мир научился производить автономные электромашины, которые отлично ездят. У меня у самого Тесла, ты включаешь автопилот, и она сама паркуется, сама подъезжает к тебе, сама ездит. В ближайшие 10 лет мы начнем массово производить лекарства от серьезнейших заболеваний, от которых раньше люди умирали, и люди умирать не будут очень долго. Мы научились делать очень хорошие пластические операции. Но вот мне интересно, что думают мои друзья, мои близкие по этому поводу. Может быть, сделаем какой-нибудь видосик на эту тему. Вот такая история.